Вот и закончилась неделя ООН, как ее называют США. Прошло много политически важных встреч, но о них мы поговорим чуть позже. А пока начнем с фронтов. Всем привет, с вами, как всегда, Руслан Левиев, и следующие минут 15 я буду рассказывать вам, что самого важного произошло на войне за эту неделю. Самое обсуждаемое событие на фронтах – это штурм Угледара. Это город, расположенный на стыке Южного и Восточного фронтов, который уже пытались захватить силами морпехов зимой 23 года. Тогда это успеха не принесло, и в боях за населенный пункт дальневосточные морпехи потеряли большое количество личного состава. Сам город расположен на господствующих высотах, состоит только из многоэтажек, то есть частного сектора в нем нет. Российские силы на данный момент взяли Угледар в полуокружение, оставив только узкий коридор шириной меньше 5 километров. Ввиду ширины этого коридора он полностью простреливается, например, минометами. Это критически опасная ситуация, поэтому украинским силам необходимо начинать арьергардные бои и выходить в сторону Богоявленки, оставляя город. Напомню, что арьергардные бои – это боевые действия, которые ведутся с целью прикрытия отхода основных сил. Арьергард сдерживает наступление противника, обеспечивая время и безопасность для организованного выхода главных сил из зоны боевых действий. Важно не повторить ошибку Бахмута, отход из которого был осуществлен слишком поздно, из-за чего было потеряно много опытных солдат. Сейчас в районе Угледара сражается 72-я механизированная бригада ВСУ, которая уже длительное время находится там без ротации. Возникает логичный вопрос: как это повлияет на оборону города Курахово, который расположен в 20 километрах к северу от Угледара? Немедленной угрозы Курахово захват Угледара не создает. Российские войска явно намерены двигаться на север от Угледара, но скорость их продвижения будет зависеть от наличия украинских сил, техники, фортификационных сооружений в таких поселках, как Богоявленка, Трудовое, Успеновка и Дальняя. Если с обороной там плохо, то этот участок местности может схлопнуться за считанные недели. И вот тогда для Курахова ситуация станет опасной. Пока что российские войска подбираются к городу только с востока, со стороны Георгиевки и Максимилиановки. С севера населенный пункт защищает Кураховское водохранилище. Следующим таким критичным участком фронта будет город Селидово на Покровском направлении. Однако сначала им нужно будет дозакрыть Невельский карман, захватив город Горняк и расположенные рядом поселки. Сейчас российские военные готовят окружение Селидова, зайдя на него с севера и юга. С юга для этого они перерезали трассу, соединяющую Селидово с Тукурино, а с севера наступление идет по направлению на село Лысовка. Третьим опасным участком является город Торецк. В нем бои сейчас уже доходят до центра города. В итоге Угледар, Селидово и Торецк – 3 города, которые почти наверняка будут захвачены в обозримом будущем. Все описанные процессы, происходящие на фронте, конечно, вызывают много вопросов. Особенно на фоне ужесточения мобилизации в Украине, которая произошла в мае. Как мы помним, благодаря этому темп набора людей в армию более чем удвоился и достиг 30 тысяч человек в месяц. Исходя из этого, многие военные аналитики предполагали, что чем дальше, тем лучше будет ситуация становиться для Украины, поскольку будут приходить свежие пополнения. Однако мы видим, что ситуация никак не улучшается, если не сказать ухудшается. Журналисты таких изданий, как Financial Times, Kyiv Independent, цитируют украинских военных, которые говорят, что причина отступлений в продолжающемся дефиците личного состава. Поэтому всю неделю я в своих сводках, комментариях в СМИ задавался вопросом: где же все эти свеженабранные люди? Прошел май, июнь, июль, август, сентябрь. Но не может 5 месяцев не проявляться эффект. К нынешнему моменту должны были набрать уже заметно больше 100 тысяч человек. В Курской операции участвует с украинской стороны, по нашим прикидкам, около 15 тысяч человек. В итоге выяснилось, что люди действительно были набраны, но они после прохождения подготовки сидят в тылах, в свежесформированных бригадах, в ожидании поставок бронетехники. Мы помним, как Владимир Зеленский не так давно жаловался на скорость поставок военной помощи, что у них нет возможности вооружить даже 4 из 14 набранных бригад. Но оставлять из-за этого людей в тылах, на мой взгляд, странное и вредное решение. Если пока нет возможности создавать новые механизированные, то есть обеспеченные бронетехникой подразделения, то надо создавать стрелковые подразделения и отправлять оборонять самые критичные участки фронта. Со стрелковкой
то есть, например, с теми же автоматами, проблем нет. Кто-то скажет, как же они с автоматами будут обороняться против российских танков? Ответ на этот вопрос я уже давал, когда описывал, как стоило проводить Курскую операцию. Для оборонительных боев бронетехника по большей части не нужна. За эти 2 года вы видели много кадров наступающих колонн бронетехники. А много ли вы видели кадров, чтобы такие колонны останавливались с помощью другой бронетехники? Ну, то есть, чтобы навстречу российским танкам ехали украинские танки и стреляли по ним. Таких кадров практически не было, за крайне редким исключением. Танковых сражений в этой войне не было и не будет. Такие колонны бронетехники останавливаются с помощью других средств поражения. А именно, с помощью беспилотников, противотанковых управляемых ракет, мин и артиллерии. Все это у Украины и так есть. Этого не требуется ждать. А пехотинцы с автоматами нужны для отражения штурмовых групп, которые приезжают на своих мотоциклах, гольф-карах, даром что не на лошадях. Поэтому я и говорю, что в оборонительных боях бронетехника практически не нужна. Она нужна там разве что для подвоза снабжения и вывоза раненых. И те набранные люди, которые сейчас сидят в тылах, в свеженабранных бригадах, могли бы очень помочь ситуации на фронте. По идее, ситуация также должна была помочь Курской операции. Ну, по крайней мере, так заявлялось украинским руководством, что это отвлечет российские силы с фронта. Такого результата достигнуто не было. Хотя я с первого дня говорил, что его невозможно достичь. Все эти 1,5 месяца всякие сказочники и фантазеры какой только лапши вам на уши не вешали. Что вот-вот будет захвачена Курская атомная электростанция. Ну, не зря же они окопы роют около Курчатова. Что вот-вот будут захвачены Рыльск и Льгов. Ну, не зря же они оттуда людей частично эвакуируют. Что вот-вот российских военных в Глушковском районе возьмут в окружение. Будет котел. Но не зря же ВСУ на новом участке пересекли границу и дошли до поселка Веселых. И по идее, с точки зрения этих сказочников, получается, что операция, совсем-совсем провальная. Ничего из перечисленного ведь не достигнуто. Если жить с розовыми очками, то да, так и получается. Я же считаю, что подобных целей не было. И в части удержания Курского плацдарма операция сейчас идет успешно. Украинские силы пересекли границу на новом участке и дошли до поселка Веселых, чтобы отвлечь на себя часть российских сил, пошедших в контрнаступление. И это сработало. Вот вы спросите у меня, что произошло в Курской области за последнюю неделю? Ничего. Потому что российское контрнаступление смогли остановить. Хотя сама идея Курской операции и ее тайминг от этого не становится лучше. Более того, как видите, эффект подъема морального духа достаточно быстро закончился. И снова мы видим новости сплошь об одних отступлениях. Прошедшая неделя была насыщена встречами, выступлениями, заявлениями политических лидеров. Всю неделю Владимир Зеленский пробыл в США, где успел выступить на Совбезе ООН, встретиться с президентом Байденом, с кандидатами в президенты Харрис и Трампом. С собой Зеленский привез и представил союзникам план победы. Его текст нигде не опубликован, но есть описание отдельных пунктов в общих чертах от западных журналистов. И, судя по всему, ничего принципиально нового в пунктах этого плана нет. Как и раньше, Украина говорит о необходимости поставки ей больших объемов вооружений и техники. Как и раньше, говорится о необходимости финансовой помощи Украине для восстановления ее экономики, а также о снятии ограничений на применение западного оружия и гарантиях безопасности от западных стран. То есть в этом плане нет ничего про переговоры, замораживание войны, разграничение зоны контроля. Это именно план победы. Я его воспринимаю как скорее какое-то политическое заявление, чтобы в том числе потом ссылаться, что если бы вот это дали, тогда мы бы уже победили. А так, сейчас уже всем понятно, что в следующем году поставок вооружений и военной помощи будет меньше, чем в этом году. И надо работать над планом «Б». Именно в рамках плана «Б» можно было бы использовать Курский плацдарм как инструмент принуждения к переговорам и как предмет торга. Потому что Путин будет ставить свои условия временного прекращения огня. И среди них наверняка будет что-то вроде отсутствия дальнейших поставок вооружений Украине. Вот на отказ от подобных требований им можно было бы обменять Курский плацдарм. Также в этом плане должны быть прописаны конкретные гарантии безопасности для Украины со стороны ее западных союзников. Бесполезно надеяться на полноценный аналог 5-й статьи Устава НАТО, который подразумевал бы отправку войск союзников в случае новой эскалации войны.
Но и гарантии на вроде проведения консультации в случае повторной эскалации – это тоже несерьезно. Кстати, вполне допускаю, что этот план «Б» уже существует. И, возможно, Владимир Зеленский в кулуарах встреч представлял союзникам и его тоже. Очевидно, что обе стороны будут воспринимать любые подобные соглашения о временных прекращениях огня как хрупкие и ненадежные. Если они все же будут заключены, то потом обе стороны будут регулярно обвинять друг друга в срыве соглашений, намеренных провокациях, подготовке нападения и так далее. Мы то же самое видели во времена Минских соглашений. Во время действия подобных соглашений Украине нужно будет сконцентрироваться на восстановлении своей экономики, энергетики и перевооружении армии. А международному сообществу сфокусироваться на санкционной политике, постаравшись сделать так, чтобы удержание захваченных территорий обходилось Кремлю максимально дорого. Да, Путин тоже будет использовать это время для производства оружия, вооружения собственной армии, создания новых подразделений. Поэтому в такие переходные времена будет особенно важна работа команд, подобно нашей. Кстати, с украинской стороны тоже есть хорошие команды военных аналитиков. Например, Front Intelligence Insight. Наша задача – заниматься всесторонним мониторингом, чтобы, во-первых, предвидеть момент повторной эскалации, во-вторых, иметь представление о масштабах и возможностях российской армии в этот момент, где какие новые подразделения сформированы, куда какие силы были переброшены, какие изменения проведены в конструкцию бронетехники и так далее. Ровно тем же самым мы занимались весь 2021 год, что позволило нам предвидеть неминуемость полномасштабного вторжения и даже предсказать направление атаки и первоочередные цели. До замораживания войны нам еще как минимум несколько месяцев. Но мы, как видите, заранее не ждем, а готовимся. Отдельно печалит, что экспертное сообщество в течение времени тоже несет потери. Качественная военная аналитика требует полной отдачи и вовлечения. Это тяжелая работа, зачастую неблагодарная, остающаяся незамеченной у широкой аудитории. В результате некоторые люди устают и выгорают. За год мы с вами потеряли важнейший проект «Орикс», потеряли аналитика калибра «Обскура». А вот за последнюю неделю еще 2 иностранных аналитиков, на чью работу мы полагались, тоже объявили о прекращении своей работы. Большинству из вас эти никнеймы ничего не скажут. Но это исследователи, действующие в Твиттере под никнеймами Джомпи и Бентанми. Все вот эти статьи в прессе, да и у нас тоже, про то, что на базах хранения в России осталось столько-то танков и столько-то гаубиц, это во многом была их работа. Они постоянно изучали спутниковые снимки и вели подсчеты техники на российских военных базах. Теперь этого не будет. А значит, и мы с вами будем знать меньше о резервах России. Вернемся к вопросам встреч и заявлений. После встречи Зеленского с Байденом никаких изменений в ограничениях на применение высокоточного дальнобойного оружия не произошло и пока не планируется. По крайней мере, так сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по итогам встреч 2 президентов. А вот встречи с 2 кандидатами в президенты я бы подчеркнул отдельно. После встречи с Зеленским Камала Харрис заявила, что она сделает все, чтобы Украина победила. Трамп же после встречи с украинским президентом, как всегда, говорил просто об окончании войны. Он подчеркнул, что у него хорошие отношения и с Зеленским, и с Путиным, и что он добьется справедливой для обеих сторон сделки. Когда журналисты переспросили его, что он имеет в виду под справедливой сделкой, он ответил, что пока рано об этом говорить. Что называется, почувствуйте разницу. То ли я сделаю все, чтобы Украина победила, то ли я добьюсь справедливой для обеих сторон сделки. Кстати, за 2 дня до встречи с Зеленским Трамп критиковал его на митинге за то, что он не хочет заключать сделку с Путиным. В целом, политическая неделя ничего нового нам не принесла. Какой-то конкретики по возможным переговорам с Россией мы не услышали, а ограничения на применение дальнобойного оружия так и не были сняты. Администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $375 миллионов, в котором отдельно выделила новое оружие, а именно планирующие авиабомбы JSOF, что расшифровывается как Joint Standoff Weapon. Это условный аналог планирующей авиабомб JDAM-ER. Запускаются они самолетов F-16, а летают на расстоянии до 130 километров. Такая дальность позволит украинским воздушным силам безопаснее запускать эти бомбы по целям, находящимся на передней линии фронта или недалеко от передовой. В остальном, в этом пакете военной помощи довольно обычная номенклатура. Реактивные снаряды для хаймарсов, противотанковые гранатометы АТ-4, противотанковые ракеты ТОУ,
Кстати, помните, я вам говорил о том, что нужно для обороны от наступающей бронетехники? Вот это оно. Снаряды для артиллерии, бронемашины и различная стрелковка. А еще США объявили о военной помощи на 8 миллиардов долларов. Цифра огромная, сильно больше пакетов на 200 миллионов долларов, которые мы привыкли видеть. Но тут есть нюанс. На 2024 финансовый год Конгресс США выделил президенту Байдену полномочия по выделению военной помощи напрямую из запасов армии США на сумму больше 5 миллиардов долларов. Но эти полномочия сгорели бы в наступающий вторник, 1 октября, когда начнется следующий финансовый год. Чтобы не потерять возможность выдать помощь на такую сумму, буквально в последний момент приняли решение о поставке помощи на весь неизрасходованный остаток. Сюда добавился и неизрасходованный остаток в почти 2,5 миллиарда долларов по инициативе содействия украинской безопасности. Вот так в совокупности и получилось 8 миллиардов. Но вся эта помощь будет растянута по времени. Резкого прибытия гигантского пакета на много миллиардов не будет. Плюс, начиная со вторника, уже нельзя будет менять список, что именно вы собираетесь поставить. Нельзя будет добавлять какую-то новую номенклатуру. О своем пакете помощи объявила и Германия. Сумма поставок составит 400 миллионов евро. Туда войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти. Но в следующем году, как мы помним, Германия больше не будет выделять военную помощь, профинансированную из бюджета Германии. Если в следующем году Германия и будет что-то поставлять, то это должно быть профинансировано из внешних средств. Например, из кредита, выданного Украине, обеспеченного арестованными российскими активами. О похожих проблемах известно и в Великобритании. В этом месяце их национальный аудиторский офис распространил отчет, в котором отметил, что поставки военной помощи Украине придется сокращать, поскольку запасы критически истощены. Дальнейшие поставки приведут к опасному снижению боеготовности британской армии. При этом Россия планирует увеличить в следующем году свои военные расходы с 10 триллионов 400 миллиардов до 13 триллионов 200 миллиардов рублей за год. Переведя в доллары, это получается больше 140 миллиардов долларов. Поэтому я в этом году часто говорил, что даже тот 61 миллиард долларов, который Америка со скрипом выделила в этом году Украине, это мало. Нужно сильно больше. Вот на такой сложной ноте мы закончим эту сводку и встретимся с вами уже через неделю. Пока.